Признайтесь, вы ведь любите таких персонажей. Вам это нравится. Их жестокость, безнаказанность, их сила. Да, это бесчеловечно. Да, это ужасно. Это аморально. Но что уж тут греха таить, это чертовски притягательно. Особенно в тот момент, когда персонаж, еще недавно жалкий сопляжуй, превращается в чудовище. Мы уже говорили с вами о том, почему нам нравятся злые герои. Говорили и о главном символе зла. Но до сих пор не разбирали конкретные примеры. Как сила и мощь меняют персонажа? Почему нам так неприятны слабые, мягкие, обтекаемые герои? Почему сила, дарованная им, так часто становится разрушительной? И главное, почему нам нравится наблюдать, как собственная мощь их сжигает? С вами, как всегда, Павел Калашников. Сегодня мы поговорим не просто о зле, а о том, как сила превращается в оружие против своего владельца. Поехали! Крутая заставка. Прежде чем мы начнем разбор персонажей, нужно понять, что вообще значит сила и ее получение в контексте произведения. Приведу простой пример. Есть у нас герой, и он слабый. Настолько слабый, что даже собственную задницу с кровати поднять не может. Это уже дает персонажу сразу две вещи. Во-первых, у него появляется мотивация. Он, очевидно, хочет стать больше, чем главный дистрофик на районе. Во-вторых, это создает кризис, из которого персонажу нужно выбраться. И всю историю мы можем посвятить тому, как этот герой героически преодолевает препятствия, терпит, страдает, пока наконец не достигает своей цели. Пока не достигает физической мощи. Да, пример утрирован. Но, если его немного усложнить и добавить декораций, то мы получаем формулу для большинства подростковых историй. И осколки этой формулы разбросаны по тысячам произведений, от аниме до культовых сериалов. В общем, нарратив стремления к силе стар как мир. Большинство героев так или иначе стремились к получению этой самой силы. Интеллектуальной, физической, психологической, или всех сразу. Разница лишь в исходах. В одной истории герой получает силу и наводит мирные порядки, в другой погружает все в хаос и беззаконие, ну а в третьей может и вовсе не сдержать мощь и умереть от собственных желаний. Ирония, да и только. Короли, кстати, в этом смысле, как образ мудрых правителей, полная противоположность драконам, о которых мы говорили в прошлом ролике. В классическом представлении они держатели силы и мудрости и направляют ее на развитие государства и укрепление народа. Укреплять народ вообще можно? Но я отвлекся. Авторы 21 века активно используют стремление к силе как главную мотивацию своих персонажей. Во-первых, это понятная мотивация для зрителя или читателя. Писателю не нужно придумывать хитрый мотив, объясняя вот почему персонажу нужно сопереживать. Драма ясна сразу. Есть протагонист и есть проблема, которую он не может решить, пока не получит силу или артефакт с ней связанный. Значит, герой должен пройти трансформацию, испытания и невзгоды, затем закалить характер, прежде чем обрести подлинную мощь. Исходы разные. В нашем видео мы сосредоточимся на негативном, когда сила пожирает владельца как паразит. И сегодня у нас 3 гостя для разбора. Все они разные. Первый – идеалист, утонувший в своих мечтах. Второй – кровожадный психопат, сломленный обществом. Ну а третий – незадачливый учитель, обиженный жизнью. Это персонажи из разных историй и сеттингов. Каждый несет свой смысл зрителю. Мы о нем поговорим, но главное – каждый из этих героев несет один архетипичный конфликт. Сила, которая достигается мрачными методами, становится самоубийственным оружием для своего владельца. Ну а теперь к примерам. Начнем с Эрона Егера. Я намеренно не буду проговаривать основные посылы Атаки Титанов и общего смысла произведения. Эта история, несомненно, заслуживает отдельного разбора, который непременно когда-то выйдет. Не, реально, когда-то я выпущу. Обещаю. Наверное. А пока сфокусируемся на главном герое. Пожалуйста, вот он, сопливый, меланхоличный сорванец, на плечи которого свалилась непосильная ноша.
Вся трансформация Эрона, если опустить второстепенные и третьестепенные факторы, сводится к тому, что он получает силу, мощи которой не выдерживает. Атакующий Титан не зря видит будущее. Это вообще интересная способность, которую повезло получить Эрону. В то время как остальные Титаны заняты работой типа «круши-ломай», атакующий в то же время видит будущее, варианты событий, воспоминания и чувства прошлых владельцев. Само по себе это оказывает на человека мощнейший психоделический эффект. Личность в сути своей разваливается, смешиваясь с другими, давно умершими людьми, которые словно паразиты живут и грызут твое сознание. Также Эрон впоследствии получает силу прародителя. И вот знаете, что-то мне подсказывает, что когда на голову подростка-максималиста сваливается неудержимая мощь, извините за выражение, скорее всего, он ёбется. В каком-то смысле больное восприятие Эроном мира, обусловленное жестокими условиями, а также мрачной правдой, сплавленное с бесконечными потерями своих напарников, приводит к фрустрации через агрессию. Сезон за сезоном нам методично показывали, как Эрон становился все более и более ожесточенным. Но мы к этому относились нормально, мол, таковы условия мира. Но как только режиссер меняет оптику восприятия в 4-м сезоне, мы видим персонажа Эрона уже без прикрас. Да, несмотря на маску монстра, который готов пойти на все, внутри он остается таким же безумным идеалистом и меланхоличным парнем. Не способный завершить начатое до конца и не способный не начинать предначертанного, Эрон по сути сходит с ума. Сила атакующего Титана и Титана-прародителя играет с ним злую шутку. Человек не приспособлен видеть будущее, особенно будущее, которое ты не можешь изменить. И такая же мощь обрушивается на плечи юноши, когда ему исполняется там каких-то 20 лет. На самом-то деле никакой трансформации Эрона из героя в злодея нет и не было. Он как был идеалистом, так и остался. Просто имея на руках безграничную мощь, он не обнаружил в себе сил воспользоваться ею в более гуманистических целях, что ли? Типа, не обязательно было уничтожать все человечество. Его сломила сила. Он всю жизнь пытался бороться с титанами, которым человечество проигрывало. И получив эту силу, все, что он смог сделать, это только гиперкомпенсировать свою слабость, направив ее вовне. Эрон не смог удержать силу. Она на него буквально свалилась и придавила его собственным весом. Притом, мрачная ирония состоит в том, что Эрон всегда хотел быть сильным, чтобы защитить друзей, чтобы защитить свою страну. Но получив ее, он разрушил не только свой дом, но и стер с лица земли миллионы невинных жизней. Эрон был жертвой. Так или иначе, он не выбирал эту силу, и она его выжгла. Но что если персонаж сам вполне осознанно выбирает путь грубой мощи, наплевав на окружающих? Ну и кто здесь подойдет лучше, чем Билли Бутчер? Злой, агрессивный, неприлично жестокий персонаж, которого почти никто и ничто не сдерживает. В мире сатиры на супергероев отбитый человек без суперспособностей в первых сезонах вызывал у меня почти искреннее уважение. В одиночку противостоять таким психопатам, как Хоумлендер, для этого нужно быть либо чертовски смелым, либо клинически ебаным. А чаще всего и тем, и другим одновременно. И да, давайте сойдемся на том, что убивать людей — это плохо. Это банальность. Но убивать суперов — здесь у Билли своя философия, и он готов за нее грызть глотки. Первые сезоны кровавого издевательства над сверхлюдьми воспринимаются откровенно приятно. Ты как зритель видишь изнанку этих глянцевых, высокомерных, морально прогнивших героев. И с каким-то почти стыдным удовольствием наблюдаешь, как очередного из них... вы сами видите, что с этим бедолагой происходит. И да, нам, тебе, мне это нравится. И вот здесь начинается самое интересное. Билли Бутчер вполне осознанно выбирает путь кровавой вендетты. Он сезон за сезоном транслирует один и тот же нарратив. «Я жертва, меня бросили, меня унизили, я потерял брата. Я несчастен». Мне, я такой охуенно важный. Я ведь такой охуенно важный. Да ведь? Да в пизду, блядь. И эта позиция жертвы становится универсальным оправданием всего, что он делает. Причем не только для него самого. Мы, как зрители, охотно принимаем его логику и начинаем поддерживать Билли.
Прикончил одного супера, зритель радуется восстановленной справедливости. Прикончил второго, зритель аплодирует. Третьего уже ждет. И так по нарастающей, пока в какой-то момент Билли не пересекает красную линию. Не абстрактную, не зрительскую, а свою собственную. Тот момент, когда инструменты борьбы с суперами начинают конфликтовать с теми жалкими остатками внутренних убеждений, которые у него еще были, давно запущенный конфликт наконец-то пускает метастазы. С каждым сезоном мы видим, как Бутчер методично разрушает себя, и каждый раз мы его за это хвалим. До тех пор, пока он не превращается ровно в то, что сам презирал. Больного, умирающего, загнанного в угол шакала, который готов пойти на все ради исполнения. А ради чего, собственно, все это было? И вот тут важный момент, который Бутчер ненавидит больше всего. В смерти жены он виноват сам, как и в том, что от него она ушла. Он методично спускает свою больную, гниющую злость на всех вокруг, кроме единственного человека, который действительно этого заслуживает – на себя. А все потому, что Билли Бутчер, как бы пафосно это ни звучало, на самом деле не силен. Да, сила у него есть, агрессия есть, ярость есть, вирус, превращающий тебя в оружие массового поражения, тоже под рукой. Но все это не сила. Это предательство, размен собственной личности на дешевое и мимолетное ощущение контроля, власти и безнаказанности. Самое настоящее проклятое оружие, которое не просто убивает врагов, а в первую очередь уничтожает своего владельца. И я почему-то почти уверен, что именно к такому мрачному финалу и ведет нас Эрик Крипке. История Билли Бутчера подсвечивает другой аспект стремления к силе. Сначала эта сила предлагает тебе могущество, дает иллюзию, что ты наконец-то не жертва, ты можешь управлять своей жизнью. И только потом, когда уже поздно, ты понимаешь, что в обмен на это могущество ты отдал свою идентичность. А теперь давайте немного выдохнем. У нас уже есть два конкретных примера, и в обоих случаях персонажи либо жертвы, либо отчаянно хотят ими казаться. Самое время перейти к самому интересному в этом контексте персонажу. К человеку, который осознанно отказался быть жертвой. К тому, кто точно знал, какую цену он заплатит. Уолтер Уайт, он же Heisenberg, you're goddamn right. Не стану скрывать, Breaking Bad — это один из моих любимых сериалов. И во многом потому, что путь протагониста в нем, трансформация из незадачливого учителя химии в настоящего злого гения, показана лучше, чем где-либо еще. Уолтер Уайт отличается и от Эрона Йегера, и от Билли Бутчера. В отличие от первого, он не жертва. Он осознанно выбрал удовлетворение своих самых мрачных желаний. И в отличие от Билли, Уолтер знал цену превращения в монстра. И в отличие от них обоих, он прошел путь до самого конца. Более того, Уолтер заслужил свою силу. Ему не нужен был допинг в виде возможности видеть будущее или мегапаразита. У него был интеллект и упорство, смазанные жестокостью и умением гнуть свою линию. Арка его становления выстроена Гиллиганом аккуратно. Первые толчки, попытки прыгнуть выше головы, покуситься на одного авторитета, потом второго, и так до вершины пищевой цепи. К концу сериала лысая голова снова обзаводится шевелюрой, и перед нами уже не учитель химии, а преступный гений, спокойно водящий департамент полиции за нос, проскальзывающий сквозь плотные патрули охраны без какой-либо проблемы. Уолтер не получает силу по воле сюжета, он ее выгрызает. И пик этой силы в последних сериях. Подлинное могущество и непоколебимое упорство в достижении цели. Но есть нюанс. Ради силы он потерял все. Сначала работу, потом жену. Ладно, Скайлер меня всегда бесила, так что ее не жалко. Затем сына. И постепенно он уничтожил того себя, кого любили все остальные. Из-за него погиб близкий друг семьи, из-за него погибла куча людей. Тут мы не занимаемся этикой персонажа, слишком много нюансов. Важно зафиксировать. Идя по головам, выбирая силу вопреки всему, ты неизбежно разрушаешь прежнего себя. Пример Уолтера показывает, что даже при кристальном осознании выбора сила может и не разрушить тебя лично, но она разрушит всех вокруг, семью, близких, друзей. Они станут препятствием на пути к цели. В целом это называется, сейчас скажу умное слово, макиавеллизм. Политика грубой силы вопреки морали. Да, это принесет плоды, силу, власть, влияние.
но счастье эта сила, конечно, не дает. И пример Хайзенберга это ярко иллюстрирует. Персонажей, которых сила уничтожает, гораздо больше. Но на примере Эрона, Бутчера и Уолтера видны разные исходы. Грубая мощь часто ведет к разрушению себя, мира, идентичности. Есть и другие примеры, когда персонаж вовремя останавливается или пытается влиять гуманно. Но правило остается простым, зашитым глубоко. Сила, полученная через насилие, уничтожает твою личность. Смотришь в зеркало, а там уже не ты. Там грубый, злой монстр, идущий по головам. Спасибо за просмотр. До скорого. Я забыл сказать людям подписаться на мой телеграм-канал и на моем бусте, где они смогут найти эксклюзивный контент, а также приятные посты для развлечения. Я надеюсь, что они услышат и подпишутся. Блин, подписчики, переходите по ссылкам, ставьте лайк, поддерживайте проект. Да, несмотря на маску монстра, который готов пойти на все, внутри он остается таким же безумным идеалистом, таким же мягким. Какой ты пи***ц на соседи! Какой ты гандон, сука! Какого хуя он просто начинает сверлить, когда я записываю.